Добрый день, друзья! Сегодня немного о бульбовых орхидеях и отвечу на вопрос, какая же концентрация препарата аминосил правильная. Но сейчас хочу вам показать небольшое количество своих бульбовых орхидей. Это дендробиум нобеле, и он цветет. И еще много не распустившихся бутонов. Зигопеталум. Цветы с великолепным ароматом, цветочным и что-то между пионом и ландышем. Ну, по крайней мере, мне это так кажется. Мильтониопсис. Вот те цветочки, которые вы сейчас видите, это отцветающие. Но посмотрите, сколько стрелочек новых цветоносов. Их 4. И еще один дендрофаленопсис. Надо мной цветущая ветка. И в противоположной стороне еще один огромный цветонос с бутонами. Тоже скоро распустятся. У меня еще есть котлеи, ванды. Ну, просто на стол все не помещаются, да и не хочется снимать их с тех мест, в которых они находятся. И все бульбовые орхидеи прошлым летом я удобряла конским навозом. Гранулированным. Я показывала этот навоз. Вот такие гранулки. Просто в горшок насыпала 5-6 штучек таких гранул. Цветут орхидеи великолепно. Бульбовые орхидеи очень любят, чтобы их удобряли. И только когда я вношу им большое количество удобрений, вот я считаю, что 6 гранулок, например, конского навоза, это большое количество удобрения, они великолепно цветут. Но есть один нюанс. Это просто гранулы обработанного конского навоза. Да, он не имеет запаха, но мне не понравилось, что при внесении этих гранул появляются грибные комарики. И этим летом я очень этого боюсь. Потому что грибные комарики не вредят листьям орхидей. И даже корням сами грибные комарики, которые иногда летают, иногда бегают по листьям, они не вредят самим листьям. А вот их личинки, они грызут корни. И не хотелось бы разводить и в этом году личинки грибных комариков. В прошлом году пришлось опрыскивать все орхидеи. Спрей Бонафорте как раз очень хорошо борется с грибными комариками, но лучше этого избежать. И 2 месяца назад, когда я начала экспериментировать с препаратом аминосил, я решила, что все бульбовые орхидеи я тоже буду удобрять именно аминосилом. Но не таким для орхидей, а другим. В линейке аминосил есть универсальный препарат, который можно использовать и на бульбовых орхидеях, и просто на орхидеях. Помните, всегда я рассказываю о гранулированных или сыпучих удобрениях, и всегда беру универсальный, а не специальный для орхидей. В этом препарате универсальном как раз азот, фосфор и калий в равных пропорциях 1,8%. Также есть микроэлементы. И, о счастье, на этом флакончике показано колпачок
И как по колпачку определить, сколько миллилитров раствора нам нужно для приготовления уже рабочего раствора. И именно этим удобрением я начала поливать бульбовые орхидеи. И за 2 месяца они вот таким цветением откликнулись на применение этого препарата. Но я не только применила его к бульбовым орхидеям, но и полила вандовые. И ванда тоже выпустила цветонос. И я с нетерпением жду ее цветения. И когда я в прошлый раз показывала вам полив фаленопсисов аминосилом, комментариев было очень много. Вы берете неправильную пропорцию. Вы берете 5 мл на литр. Нет, я беру правильную пропорцию. Потому что я уточнила у производителя, и мне объяснили, что в разных флаконах может быть разная концентрация. И производитель уточнил, что нужно разводить такое количество, как написано на упаковке. Тестирование препарата продолжается не только блогерами, но и несколькими НИИ. И если вы видите на упаковке, ну, здесь это не видно, вот на этом препарате уже понятно, что нужно разводить 5 мл на 2 литра. То есть этот раствор наверняка будет более концентрированным. Так что всегда читайте, что написано на упаковке. А на этом большом аминосиле, в этом флаконе 500 мл, ясно и понятно написано 5 мл на литр. Когда перейду на маленький флакончик, тоже буду применять, как написано на упаковочке. Поэтому всегда читайте инструкцию. Пока нареканий к этому препарату у меня нет, и цветение моих бульбовых орхидей мне очень нравится. Начала применять его примерно тогда же, когда и начался эксперимент с фаленопсисами. Ну, эти отреагировали цветением значительно быстрее, но и фаленопсисы. Я вам обязательно в следующий раз покажу, как они реагируют на препарат. Не могу сказать, что не ожидала, мне бы этого хотелось, чтобы и летом орхидеи цвели. Может быть, повлиял препарат, может быть, погодные условия, а может быть, эти 2 фактора сложились вместе. И фаленопсисы выпустили очень много цветоносов. В следующий раз обязательно покажу. А летом, дабы опять не развести грибных комариков, буду свои бульбовые орхидеи поливать универсальным препаратом аминосил. И покажу, как будут чувствовать себя мои орхидеи. И как они опять зацветут осенью и зимой. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.